Приветствую, друзья! Вы на канале «Горизонт событий». В сегодняшнем выпуске взрыв на газовом объекте в Техасе в результате попадания молнии, обширный погодный фронт и его последствия в России, Беларуси, Украине, Молдове, Румынии и Казахстане, наводнения в Доминиканской Республике, Таиланде и Афганистане, а также другие не менее интересные события. Мощный грозовой фронт, прошедший через Северный Техас, спровоцировал серьезный инцидент на объекте по добыче и хранению природного газа в городе Спрингтаун в округе Паркер. В разгар действия предупреждения о торнадо прямой удар молнии привел к мощному взрыву на газораспределительной станции или хранилище пропана, расположенном в северной части города. Огромный огненный шар поднялся в ночное небо, и зарево от пожара было отчетливо видно за несколько миль от места происшествия. Обошлось без пострадавших, однако из-за угрозы распространения огня и задымления жители нескольких близлежащих домов были временно эвакуированы. Инцидент произошел на фоне разрушительного шторма, который принес в регион шквалистый ветер и торнадо, ставшие причиной гибели одного человека в самом Спрингтауне и еще одного в соседнем городе Ранэуэй-Бэй. Городская администрация Спрингтауна сообщила о массовых повреждениях линий электропередач и поваленных деревьев, из-за чего движение по основным магистралям было ограничено. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий пожара на газовом объекте и восстановление энергоснабжения. Занятия в школах округа Спрингтаун в понедельник отменены. В воскресенье на Украину обрушился мощный арктический циклон, сопровождавшийся сильным штормовым ветром, пыльными бурями и резким ухудшением погодных условий. Стихия затронула большинство регионов страны и привела к массовым отключениям электричества и значительным повреждениям. В Одессе шквальный ветер спровоцировал сильную пыльную бурю, значительно ограничившую видимость. На частных метеостанциях города в районе поселка Котовского зарегистрирована скорость ветра 96,1 км в час. Непогода привела к падению деревьев и многочисленным обрывам линий электропередач по всей области. Серьезные разрушения зафиксированы и в Киевской области. В Вышгороде штормовой ветер сорвал крышу с четырехэтажного административного здания на улице Набережной. В самом Киеве ураган сопровождался ливнем и градом, валившим деревья и повреждившим фасады зданий. В Хмельницком и области сильный северо-западный ветер также стал причиной масштабных аварий в электросетях. По всей Украине из-за падения деревьев погибли по меньшей мере 3 человека. Более 1000 населенных пунктов в 13 областях остались без электроснабжения. Энергетики работают в усиленном режиме для ликвидации последствий стихии. Синоптики предупреждают о сохранении опасных порывов ветра и заморозках в ближайшие сутки. В воскресенье на Санкт-Петербург и Ленинградскую область обрушился апрельский снегопад, вызванный влиянием тыловой части глубокого циклона с Ботнического залива. Непогода, сопровождавшаяся штормовым ветром с порывами до 15-20 метров в секунду, привела к резкому ухудшению видимости и образованию временного снежного покрова в ряде районов города и области. Наиболее интенсивные осадки наблюдались на юге и юго-западе Петербурга, а также в Кировском районе. В Ленинградской области сильные снегопады накрыли Выборг и Приозерский район. Сложные погодные условия спровоцировали многочисленные ДТП на дорогах. В самом Петербурге сильный ветер стал причиной падения деревьев и различных конструкций. Ожидается, что нестабильная погода с осадками в виде снега и дождя сохранится в регионе до середины недели, после чего арктический воздух начнет постепенно отступать. Пострадали от снегопада и западные регионы Беларуси. В Гродно и Бресте проливные дожди сменились мокрым снегом и даже градом, что заставило синоптиков объявить оранжевый уровень опасности. Непогода сопровождалась шквалистым северо-западным ветром с порывами до 24 метров в секунду. В Гродновской области из-за разгула стихии зафиксированы случаи падения деревьев на проезжую часть и повреждения 4 легковых автомобилей. Не менее сложная обстановка сложилась в Бресте, где утро началось с арктического ветра и интенсивных осадков. Шквалистый ветер буквально сбивал пешеходов с ног и валил деревья. Несмотря на значительный материальный ущерб в ряде населенных пунктов из-за непогоды, пострадавших среди населения нет.
Пострадала от сильного ветра в воскресенье и Молдова. Государственная гидрометеорологическая служба ввела на всей территории страны оранжевый код метеоопасности, зафиксировав скорость ветра до 26 метров в секунду. В Кишиневе сильный ветер стал причиной гибели человека в одном из столичных парков. Еще как минимум 5 были госпитализированы с различными травмами. Инфраструктура страны подверглась серьезным испытаниям. По всей Молдове зафиксировано более 230 инцидентов, связанных с непогодой. Упавшие деревья заблокировали движение на дорогах в Унгенском, Лиовском и Аргеевском районах. В различных населенных пунктах сорваны крыши жилых домов и административных зданий, повалено более 100 деревьев, 48 из которых рухнули на припаркованные автомобили. В аэропорту Кишинева наблюдались задержки и отмены рейсов из-за опасных погодных условий. Пострадал от непогоды и энергетический сектор страны. Из-за обрывов линии электропередачи десятки населенных пунктов в центральных и северных регионах остались без электричества. Синоптики прогнозируют, что вслед за штормом в страну придет резкое похолодание. Несколько провинций Румынии в воскресенье накрыла сильная пыльная буря. Сильный ветер, сопровождавший бурю, стал причиной пожара в горном поселке Рукарени, где за считанные минуты огонь охватил 11 деревянных жилых строений. Из-за высокой скорости распространения пламени и плотной застройки количество пострадавших хозяйств позже возросло до 18. Ветер сильно осложнял тушение, раздувая пламя и создавая зоны сильного задымления. Для борьбы со стихией были стянуты дополнительные силы из соседних уездов. Несмотря на значительный материальный ущерб и эвакуацию сотен людей, жертв и пострадавших удалось избежать. Пострадал от разрушительного штормового ветра также Казахстан. В воскресенье на Карагандинскую область обрушился разрушительный ветер, порывы которого достигали 28-30 метров в секунду. Стихия привела к серии серьезных происшествий в областном центре и близлежащих населенных пунктах, вызвав многочисленное разрушение кровель жилых и общественных зданий. Наряду с разрушениями зданий в регионе зафиксированы массовые отключения электроэнергии из-за обрывов линий электропередач. Синоптики предупреждают, что неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся несколько дней. В международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели ранним утром воскресенья во время разбега по взлетно-посадочной полосе, когда Airbus A330-300 уже развил скорость около 193 км в час, произошел внезапный отказ левого двигателя, сопровождавшийся возгоранием и задымлением в районе шасси. Экипаж задействовал экстренное торможение и успешно остановил воздушное судно в пределах полосы. На борту находилось 232 пассажира и 13 членов экипажа. Все они успешно эвакуировались через аварийные надувные трапы. В результате эвакуации 6 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Инцидент привел к временному закрытию взлетно-посадочной полосы и вызвало задержки рейсов. Главное управление гражданской авиации Индии инициировало расследование причин инцидента. В Дагестане на фоне последствий разрушительных паводков и погодных колебаний активизировались оползневые процессы, охватившие горные районы республики. В Акушинском и Кулинском районах из-за переувлажнения почвы, вызванного аномальными ливнями конца марта и начала апреля, целые пласты грунта приходят в движение, уничтожая инфраструктуру и разрушая дома. Особенно тяжелая обстановка сложилась в селе Тибек-Махи Акушинского района, где оползень уже разрушил по меньшей мере 6 жилых домов, а десятки других строений находятся под угрозой обрушения. Аналогичные бедствия фиксируются в населенных пунктах Ури, Ханар, Мукар, Паласма и Камахал. В Кулинском районе стихия привела к полному обесточиванию нескольких сел. Оползни повредили опоры линий электропередачи, оставив сотни людей без света и связи. Постоянные смещения горных пород отрезают пострадавшие поселения от внешнего мира и затрудняют доставку гуманитарной помощи. Муниципалитет Альтамира в провинции Пуэрто-Плата в Доминиканской республике пострадал от экстремальных ливней, сопровождавшихся градом и шквалистыми порывами ветра.
Особенно сильно досталось общине Эль-Игуэро, где столкновение атмосферных фронтов привело к массовому падению деревьев и рекламных щитов. Интенсивные осадки вызвали стремительный подъем уровня воды в местных реках и ручьях, вызвав наводнения, которые отрезали ряд населенных пунктов от основных дорог и затруднили движение транспорта по всей провинции. В самом городе Пуэрто-Плата град прошел в южных районах, прилегающих к горе Исабель-де-Торрес. Помимо Альтамиры, под воздействием непогоды оказались муниципалитеты Имберт, Гуананико, Вилья-Исабелла и Луперон. Из-за непогоды десятки домов в регионе получили серьезные повреждения. В таиландской провинции Канчанабури мощный шторм спровоцировал внезапный паводок, парализовавший движение в районе Саййок. Проливные дожди привели к сходу воды с гор, которая за считанные минуты затопила главную транспортную артерию, ведущую в район. Наиболее сложная ситуация сложилась на участке перед монастырем Ват Палуанг Табуа Янна Сампанна, известным как Тигриный храм. Паводок вызвал масштабные пробки и сделал дорогу практически непроходимой. Водителям было рекомендовано воздержаться от поездок по данному маршруту до полного спада уровня воды. Синоптики связывают инцидент с зоной высокого давления из Китая, которая вызвала серию разрушительных летних штормов по всей центральной и северной части страны. Сильные дожди и наводнения охватили ряд провинций Афганистана. По данным местных властей, в течение суток по стране в результате дождей и наводнений погибли не менее 13 человек, еще 9 получили ранения. В результате стихийных бедствий разрушены 94 жилых дома, еще 107 домов получили частичное повреждение. В общей сложности пострадали 424 семьи. Уничтожены участки дорог и сельскохозяйственные угодья. Власти предупреждают, что число жертв может возрасти, так как спасательные группы продолжают работу в труднодоступных районах, а прогноз погоды указывает на сохранение высокого риска повторных наводнений. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.